Для тебя сегодня очень вкусные кукис. Шоколад тает, внутри мягкое. Берем сахар, сразу 100 грамм белого и столько же коричневого. Коричневый сахар придаст легкий карамельный привкус. Берем сливочное масло, вот здесь 150 грамм. Надо растопить полностью в микроволновке. Вот я его растопила, посмотрите, оно прямо горячее. Вот такое жидкое, прямо горячее мы сюда и выливаем. Размешаем. Ставь лайк. Одно яйцо. Раскрою для вас секрет, что же делает кукис жевательным. Это мед и коричневый сахар. Надо добавить 1, а лучше 2 полные чайные ложки меда. Мед можно заменить кленовым сиропом. Ставь лайк. 200 грамм муки, пол чайной ложки примерно соды. Обратите внимание, именно соды, не разрыхлителя. И размешаем слегка, как сыпучие ингредиенты. Добавляем муку в тесто. Буквально в 2-3 приема, но это замешивается настолько быстро. Сильно тесто вымешивать вообще не стоит. Вот, вы видите, как это делаю я? Буквально по пару секунд. Руки я не пачкаю. Все замешиваю венчиком. Ну, на все у вас уходит 5 минут. Ну, вот скажите, что больше. Вот, поспорьте со мной в комментариях, у кого это заняло больше времени. Попробуйте. Это настолько быстро и просто. Вот такое тесто получается. Медленно вот так оно сползает. Можно шоколадные дропсы из черного, молочного, белого шоколада. Можно просто шоколад кусочками нарубить. Можно добавить дробленую карамель. Поломала на маленькие кусочки. Если вам интересно, как их дома сделать в домашних условиях, у меня есть ссылка вверху. Вот она вверху, смотри. Долго тесто вымешивать не надо. Отправляем в холодильник и в это время включаем разогреваться духовочку. Через 10-15 минут достаем из холодильника тесто. Берем столовой ложкой где-то половину и катаем шарики. Выкладываем на расстоянии таком приличном, по 4 примерно сантиметра друг от друга, потому что они еще увеличатся и расплывутся по мере запекания. Также можно сделать один противень, вот, например, вы хотите на сегодня, а оставшиеся приготовите завтра, закройте только пищевой пленкой и в холодильник. Отправляем в духовку на 165 градусов 8-10 минут. Нам важно словить момент, когда внутри печенье будет еще мягкое, а по краям уже будет тверденькое. Печенье тут же меняет форму, растекается. Вот. Пока печенье еще горячее, я вот так его аккуратно снизу беру и перекладываю. Выкладываем следующую порцию кукис на ту же пергаментную бумагу и так повторяем 3-4 раза. Даем кукис полностью остыть. Это базовый рецепт. Вы же можете его усовершенствовать по своему вкусу. Добавить в тесто ванилин или цедру апельсина, крошку белого шоколада. Можно также немного уменьшить количество муки и добавить в нее 50 грамм какао. Это вариант для страстных шокоголиков. Важный момент. Делайте ваши кукис достаточно большими. Так они дольше останутся жевательными и немного влажными в центре, а по краям и сверху будет такая хрустящая, с трещинками корочка. Желательно приготовленную порцию кукис съесть в этот же день, чтобы они не зачерствели и не высохли. Если вы готовите заранее, то и тут есть своя хитрость. Положите дольки яблок кожурой к кукис в герметичную посуду и закройте ее, конечно же. Если идея с яблоком вам не подходит, замените его на кусочек черного хлеба или пергаментную бумагу, смоченную в крепком алкоголе, лучше всего в роме. При этом обязательно следите, чтобы такая бумага не соприкасалась с самим кукис. Вот посмотрите, как я положила. Яблочки не соприкасаются. И вот сейчас закрываю крышечкой. Они так могут храниться
долго. Прямо будто немного тянется. Очень вкусно. Хрустит. А внутри шоколад тает. Подписывайся на мой канал, ставь лайк и шмякай на колокольчик. Пока-пока.